Нас интересует психологический и энергетический портрет одного человека. В целях чистоты эксперимента мы не называем его имени, но мы знаем, кто это. Что вы можете сказать о этом человеке? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что этот человек не верит в Бога, он верит в определенный разум, который не является добрым. Это определенная злая сила, он подключен к внеземным силам, которые являются не созидательными, а разрушительными. Следующий момент. Его разум. Его разум направлен в определенную сторону, подключен к определенному эгрегору. Он берет, черпает силу из этого эгрегора. И вот единственное, что я хочу сказать о его кармическом поле, то он обладает возможностью сбрасывать свои отрицательные действия в прошлое. Когда начинаешь рассматривать этого человека более подробно вдруг начинаешь понимать, что срабатывает какая-то определенная защита. То есть у него на глазах начинается трансформация поля, и он представляет вот на первый план совершенно другой образ, не такой, как был раньше. И вот поэтому я предполагаю, что этого человека защищает достаточно сильные структуры людей, группы людей, которые являются его защитниками в тонком плане, в энергетическом тонком плане. Это не одна группа, а это несколько групп, и они создают ему образ, они защищают его от нападений и создают в его ауре нужную структуру для того, чтобы он создавал свой образ так, как это нужно для дела. Вот уже на глазах мы видим, как меняется аура. То есть, по сути дела, на глазах меняется аура этого человека, и мы, несмотря на то, что видим просто нарисованный абрис человека, мы понимаем, что сменилась энергетика, то есть уже начинает на передний план выступать защита. Известный ли этот человек? Я думаю, что да, потому что очень большие силы затрачиваются на создание внешней оболочки этого человека. Я думаю, что это человек сильный, тем не менее в жизни он пережил достаточно мощный стресс или в юношестве, или в детстве, и именно там была слабость какая-то. Вот несмотря на то, что этот человек на первый взгляд является сильным, но внутри у него есть какой-то комплекс, который был не переработанным в детстве, и он таким образом, скрывая его, выставляет на показ свою самую, как бы, скажем, сильную сторону при помощи вот энергетиков, которые его защищают. Семья у него была, и к близким он относится достаточно холодно, он скорее любит животных больше, чем людей. В человека вселяется искусственно созданный образ, который начинает жить в человеке отдельной жизнью. И я думаю, что вот здесь это имеет место. Такое ощущение, что в одном человеке не один. И я точно так же вижу, что вот в этом человеке работает какой-то наносной положительный образ, который люди в нем очень сильно воспринимают. То есть этот образ, он списан с живущего человека, с того, кто является на самом деле добрым, порядочным, честным и имеет положительную характеристику. И вот этот человек, которого вы мне здесь представили, он как бы надевает на себя вот ауру положительного человека. Дело в том, что он принимает очень много судьбоносных решений и очень много решений, которые не являются положительными. Люди, которые его защищают, поддерживают, они умеют это делать и сбрасывают все его отрицательные действия
запись об этих отрицательных действиях, они сбрасывают на других людей. В самом начале разговора я говорил о том, что он подключен к какому-то определенному разуму. И я предполагаю, что этот человек, ведом этим разумом, он всегда доводит своих неприятелей до точки. Он никогда не бросает ситуацию с человеком, который ему навредил или который встал поперек его пути. Если посмотреть на его ауру, на эфир, астрал и ментал, то вот это поле холодного и расчетливого человека. И, по сути дела, такое поле может принадлежать людям весьма недалеким, но сильным, преимущественно спортсменам. То есть этот человек явно занимается спортом, но в интеллекте он недалек. Для него нет понятия благовидный, неблаговидный. Он живет в другой мере. Выгодно, невыгодно, так приказано ему или наоборот он приказывает. То есть он живет в другой системе ценностей, и поэтому благовидные, неблаговидные поступки, я думаю, что мы не будем с вами это рассматривать. Он работает в системе. То есть поэтому его личное решение – это плод той группы людей, в которой он трудится. В случае неуспеха в его жизни у него уже заготовлены какие-то альтернативные ходы более узкой специфики, и более спокойная жизнь подготовлена. То есть он об этом позаботился, и видно, что вот этот ход, он у него есть в жизни. Единственное, что могу сказать, что там есть какие-то два срыва, когда вот все то, что он для себя подготовил, может увенчаться неуспехом, то есть он рискует. Но я предполагал, что это будет статусный человек. Я думаю, что многое из того, что я сказал, все совпадает